Киеве заявили о том, что «Газпром» готовится разобрать российскую часть магистрального трубопровода, чтобы исключить прокачку газа через Незалежную после 2024 года. Об этом заявил глава компании, оператор ГТС Украины Сергей Макогон. Звучит это довольно странно на фоне недавней сделки Берлина и Вашингтона по Северному потоку-2 и предварительного согласия президента Путина на сохранение украинского транзита. Чего же добиваются на этот раз в Киеве? Несомненно, все это прямое следствие американо-германского соглашения по судьбе Северного потока-2, которое вместо жирной точки поставило двусмысленное многоточие. Давайте еще раз без лишних эмоций попробуем оценить этот проект и то, каких целей и задач при помощи обходного трубопровода реально можно будет достичь. При принятии решения о начале строительства Северного потока-2 и Турецкого потока ставились определенные задачи: избавиться от тотальной зависимости от украинского транзита, ставшего неприемлемым после событий 2014 года, и неявно получить рычаги давления на Киев с тем, чтобы иметь возможность сотворить с враждебной Незалежной что-нибудь эдакое. Что именно, никогда официально не расшифровывалось, поэтому каждый мог додумывать возможные сценарии самостоятельно. Спустя 7 лет мытарств становится понятно, что решить поставленные задачи возможно только наполовину. С одной стороны, да, запуск в строй сначала Турецкого потока, а потом и Северного потока-2 действительно резко снижает зависимость России от украинского транзита. Те объемы, что раньше могли быть прокачаны только через Незалежную, вскоре пойдут в обход. Для Киева это означает политическое поражение, поскольку он теряет мощнейший рычаг давления на Москву в виде своей ГТС, имеющей для «Газпрома» исключительное стратегическое значение. Теоретически можно в 2024 году, по истечении действующего транзитного договора, и вправду перекрыть вентиль, начав разбирать трубы с нашей стороны, предоставив Украине самой разбираться со своими суверенными проблемами. Казалось бы, вот она, победа, пора открывать шампанское. Или еще рановато? С другой стороны, все куда сложнее, чем хотелось бы. Увы, но западные партнеры совершенно не собираются так просто сдавать Незалежную Кремлю. И США, и Германия солидарны в идее о том, что «Газпром» необходимо заставить сохранить определенные объемы транзита через Украину. Вашингтону это нужно за тем, чтобы иметь возможность при необходимости перекрыть вентиль на трубопроводе с Запада, а Берлину украинская ГТС необходима для поддержания работоспособности ее огромных подземных газовых хранилищ. Как говорится, ворон ворону глаз не выклюет. Также весьма актуальным остается вопрос о том, кто будет оплачивать ремонт и последующее обслуживание ветхой украинской трубопроводной системы. Кандидатура для западных партнеров на эту роль представляется вполне очевидной – «Газпром». А куда деваться, если в Москве сами говорят о готовности продолжить использовать эту ГТС и после 2024 года? У Киева денег на ремонт нет, а обязательства по прокачке будут лежать на России. Вот, представим, что на трубе случится крупная авария, и что дальше? Кому придется оплачивать восстановление, чтобы выполнить контракт с европейскими потребителями? Понятно, что «Газпрому», кому же еще? Итак, что же мы получаем с запуском в строй Северного потока-2? Из опубликованных данных по сделке между США и ФРГ следует, что начало эксплуатации трубопровода увязано с необходимостью соглашения между Берлином и Москвой о продлении украинского транзитного соглашения после 2024 года еще на 10 лет. Неизвестными пока что остаются объемы прокачки газа, но ранее уже звучала цифра в 10-15 миллиардов кубометров газа в год. Этого может быть достаточно для поддержания на плаву украинской экономики, обогрева зимой и прочих неотложных нужд, а также для работы необходимых Германии ПХ города. Доходы Киева от транзита тогда радикально снизятся, и это вынуждает его пойти в атаку прямо сейчас. Увы, но рычаги для давления на Москву у него по-прежнему сохраняются. Речь идет о неурегулированной проблеме Донбасса, а также о Крыме. В любой момент Украина может начать боевые действия против ДНР и ЛНР и даже осуществить какую-то военную провокацию против полуострова, вынудив российскую армию к вмешательству. Тут, к сожалению, вступят в силу пункты соглашения между Германией и США о недопустимости использования Северного потока-2 как энергетического оружия и о неприемлемости прямой агрессии России против Украины. Если ВС РФ вступит на территорию Незалежной, даже в ответ на широкомасштабное наступление ВСУ на непризнанные республики Донбасса,
Берлин обязуется прекратить закупку российского газа. Получается, что про все хитрые планы на украинском направлении стоит позабыть, о чем нам теперь напомнили из Киева. Что для России «Северный поток-2» — успех или провал, полный или частичный, трудно однозначно сказать. Это покажет только время.